Mukunda Murari Prabhu asked me to speak on Sri Uddhava because you're going today to a place that's connected to him. Мукунда Мурари Прабху попросил меня сегодня рассказать об Удаве, потому что сегодня вы отправляетесь в место, которое связано с Удавой. But first, I want to share just two other points. Но вначале я хотел рассказать две других мысли. I'm not sure they're unrelated. I think they're related. Я не могу сказать, что они никак не связаны с Удавой. Я думаю, это связано. I'm not sure when I first spoke to you if I gave this example. Я не помню, когда я в первый раз обращался к вам, приводил ли я этот пример. When people come to the holy Dham, Когда люди приезжают в Святую Дхаму, I tell them that there's more here than you can see. я всегда говорю им, что здесь есть больше, чем вы можете увидеть своими глазами. It's the most beautiful place in the world. Это самое прекрасное место во всем мире. You may not see it that way, Может быть, вы этого не видите, but that doesn't mean that it's not the most beautiful place in the world. но это не значит, что данное место не является самым прекрасным местом в мире. And I gave the example of hearing aids. Yes, you gave that example. I did give that Yes, example. yes. Okay. Я приводил пример со слуховым аппаратом. Okay, I did give that example. And that when the audiologist gave me the hearing aids, he said, now you'll hear the birds. Когда специалист по слуху дал мне этот слуховой аппарат, он сказал, что теперь ты будешь слышать пение птиц. So I challenged you in the same place, И same way, я сразу же усомнился в этом. that you may not see it when you begin your stay here, that it's the most beautiful place. И также я могу сказать вам, что в начале, когда вы только приехали, может быть, вы и не будете еще с самого начала видеть, что это самое прекрасное место в мире. But if you use the apparatus of chanting Hare Krishna and associating with devotees and hearing the Bhagavatam, you will be able to see it as the most beautiful place in the world. Но если вы будете следовать этому методу воспевания святых имен, общения с преданными, слушания Шримад Бхагаватам, то постепенно вы увидите, что это место самое прекрасное во всем мире. So now I'm seeing that you're actually seeing Vrindavan. И вот сейчас я замечаю, что вы видите Vishya Chariya Kabe, Shude Habe Man, Kabe Hama Herabo, Shri Vrindavan Dham. When your mind becomes peaceful and your heart becomes pure by this process of Krishna consciousness in the holy Dham, you will see Vrindavan. Когда ум успокаивается и сердце очищается благодаря следованию процесса сознания Кришны здесь, в Святой Дхаме, вот тогда вы сможете увидеть Вриндаван. How many more days do they have here? Сколько еще дней у вас здесь? 5 You'll дней. see it more in 5 days. За эти 5 дней вы еще больше увидите Вриндаван. This another point I wanted to make. И еще одну мысль я хотел вам сказать. Did you like Jai Jagannath yesterday? Вам вчера понравился Джай Джаганнат? Yeah. He traveled with me for quite a while. Он довольно долго путешествовал вместе со мной. And he's a very humble person. Он очень смиренный человек. But I saw his devotion and his brilliance. Но я увидел его преданность, и я увидел его гениальность. And when I would travel with him, when he would travel with me, Когда он путешествовал со мной, I would sit in his Bhagavatam classes я сидел и слушал его лекции по Бхагаватам every day. каждый день. So Mukunda, he knew Jai Jagannath, Мукунда знал Джая Джаганнатха, but he didn't know that he could speak that way. но он не знал, как он может говорить о Кришне. So I told him, trust me, И я сказал Мукунде: поверь мне, доверься мне. the people won't be disappointed. Люди не будут разочарованы. So it brings out a very important point to me. И в связи с этим мне пришла очень важная мысль. It's called empowerment. Это называется уполномачивание. And what empowerment means Что означает уполномачивание? is 3 things. Тут есть 3 компонента. You see a person's abilities, Вы видите способности человека. you encourage them, Вы вдохновляете его проявлять эти способности. and then you facilitate them. И затем вы способствуете ему в этом. And then you make broad parameters by which they work in an organization or a family or a greater context.
И затем вы создаете ему широкий контекст, параметры, в рамках которых он действует в какой-то организации или в обществе. Disempowerment means you only talk about the greater context. А что значит раз вдохновлять человека, буквально лишать его полномочий, это значит, что вы только говорите о вот этих границах, о вот этих рамках, в которых он должен действовать. You talk about what the person's gender is, Вы говорите, that you're a woman, or you're not a Prabhupada disciple, or you can't preach here. You just talk about that. вы ставите человека в какие-то рамки. Вы говорите, вы мужчина, женщина, вы не ученик Прабхупады, здесь вам проповедовать нельзя, так надо. Вы только об этом и говорите. Prabhupada was very empowering. Прабхупада был очень вдохновляющим, уполномачивающим. I think tomorrow or the next day you'll go to the other side of Govardhan, you'll meet Burijan Prabhu. Я думаю, сегодня или завтра или послезавтра вы отправитесь на другую сторону Говардхана и встретитесь с Буриджаном Прабху. When he was 21, Prabhupada sent him to China Когда ему был 21 год, Прабхупада отправил его проповедовать в Китае alone. в одиночку. Prabhupada saw young men, Прабхупада увидел этого молодого юношу. much less mature than you in devotion. Он был гораздо менее зрелым в сознании Кришны, чем вы. And he saw what their qualities were. И он увидел в нем определенные качества. And he encouraged them. И он вдохновлял его. And he facilitated them. И способствовал ему проявлять эти качества. And that's how Krishna consciousness spread. И вот так сознание Кришны распространилось. One time, Prabhupada in Melbourne met one Indian man in the airport. Однажды в Мельбурне Шрила Прабхупада встретился с одним индусом в аэропорту. He spoke to him for 1 hour. В течение часа Шрила Прабхупада разговаривал с ним. He was from Fiji. Этот индус был с Фиджи. Prabhupada made him the GBC of Fiji. И после этого Прабхупада сделал его GBC на Фиджи. And he spread Krishna consciousness all over Fiji. И этот человек распространил сознание Кришны по всему Фиджи. So we should all be empowering Поэтому все мы должны быть такими уполномачивающими within our families, с членами наших семей, within our communities, в своей семье, в своей общине, within our в relationships. своих отношениях с людьми. We should really see what are people's qualities. Мы должны действительно замечать качества людей. And everyone has them. И у каждого человека есть эти And we качества. should encourage them, И мы должны вдохновлять человека. and we should facilitate them. И должны способствовать, чтобы ему было где проявить эти качества. And then there may be family rules, И затем уже могут быть определенные there may be правила community семьи, rules, могут быть определенные правила there may общины, be institutional rules. могут быть правила в организации. That's there. Да, это все есть. But we should focus on encouraging people. Но мы должны сосредоточиться на том, чтобы вдохновлять людей. Without enthusiasm, Без энтузиазма, without encouragement, без воодушевления Krishna consciousness doesn't spread, сознание Кришны не распространяется. and the people we're connected with don't advance. И люди, которые связаны с движением, не прогрессируют духовно. And this is connected to the story I'm going to tell today. И это связано с той историей, которую я сегодня расскажу вам. It starts with Krishna's problem. История началась с того, что у Кришны возникла проблема. Can God have a problem? Может ли у Бога быть проблема? Vishwanath Chakravarti Thakur says Вишванат Чакраварти так that говорит, God must have two qualities. что у Бога должно быть два качества. He must be sarvagya, he must be all-knowing, Он должен быть всезнающим, сарвагья, and he must be mugdata, he must be forgetful. и также он должен быть мукта, да, мугдатвам, да, склонным забывать, сбиваемым с толку. Why must God be forgetful? И как это может быть, что Господь может Just сбить с imagine. толку? Просто представьте, Just imagine if Krishna was only all-knowing. если бы Кришна был только всезнающим, Then when Radharani leaves him, тогда, когда Радхарани его покидает, in her man, her transcendental anger, испытывая ман, трансцендентный гнев, just like when Krishna was bathing in Radha Kund, так же, как когда Кришна омывался на Радакунде, and Krishna got out of the water, Кришна вышел из воды, and Radharani saw her own reflection in Krishna's body и Радхарани увидела в теле Кришны свое отражение and said, "You rascal, you're with someone else." и сказала: «Ты негодяй, ты был с кем-то еще». And then she left. И она ушла от него. But what if Krishna was all-knowing?
Но что, если бы Кришна был лишь всезнающим? Oh, in the end of the pastime, she'll come back to me anyway. О, ну в любом случае, в конце этой лилы она ко мне вернется. We have to have drama, Должна быть определенная драма. to have rasa, Для того, чтобы была раса, to have emotion. для того, чтобы была эмоция. You can't know everything. Вы не можете все знать. If you know everything, there's no emotion. Если вы все знаете, то не будет эмоций. Just like Так же, как I was invited to my younger brother's, this is about 15 years ago, my younger brother's 50th birthday party. где-то около 15 лет назад меня пригласили на празднование 50-летнего юбилея моего младшего брата. Of course, I'm a sannyasi. Конечно, я I саньяси. didn't go to his wedding. Я не ходил на его I didn't свадьбу, go to my older brother's wedding. и я не участвовал в свадьбе моего старшего брата. My mother said, please come to the 50th birthday. It's a surprise party. Но моя мама попросила, пожалуйста, приди на это празднование его 50-летия. Это будет для него I сюрприз. said, okay, I'll come. Я сказал, хорошо, я приду. But after dinner. Но после того, как уже все покушают. But what a surprise. И это был такой сюрприз, When I walked in, когда я появился там shaved head, с бритой головой, robes, в одеждах саньяси. no one knew who I was. Никто не знал, кто я такой. But for love to reach its height, Но для того, чтобы любовь достигла своего пика, there must be drama. должна быть определенная драма. Rasa Vaisaha. In the Upanishads, it explains that the ultimate reality is love to its height. Расавая саха. Упанишады объясняют, что высшая реальность — это любовь, достигшая своей кульминации. There's no lila drama. There's no Krishna drama. There's no height of the emotion if Krishna is always all-knowing. Не было бы драмы, не было бы Yeah. расы, если бы Кришна был всезнающим. So Krishna is in anxiety И поэтому Кришна забеспокоился, because the residents of Vrindavan are suffering in separation. потому что жители Вриндавана страдают в разлуке с ним. In one book, Vilap Kushmanjali, В одной книге Вилапа Кусуманджали one of the young gopis prays to Radharani, одна из молодых гопи молится Шримати Радхарани. please cure this servant of yours Пожалуйста, исцели эту твою служанку with the red lac of your lotus feet, краснотой со своих лотосных стоп. who is near dead Служанку, которая уже на пороге смерти from the snake bite of separation from you. от укуса змеи, разлуки с тобой. So Krishna knew that the residents of Vrindavan were dying in separation from him. И Кришна знал, что жители Вриндавана умирают в разлуке с ним. But there's many reasons he couldn't come back, Но было много причин, по которым он не мог вернуться назад. which I can't explain now, Я не могу сейчас объяснить все эти причины, because then you have to give me 10 days to explain the Leela. потому что для этого мне нужно 10 дней, чтобы все это I'll рассказать. never get to the conclusion. И я так и не подойду к... But trust me, he had good reasons for not coming back. Но поверьте мне, у Кришны были очень веские причины, чтобы не возвращаться назад. So Krishna was thinking, И Кришна думал, I have to give this message to the gopis to relieve their separation я должен передать гопи это послание, чтобы облегчить их and чувство to разлуки please my parents. и чтобы порадовать моих родителей. But who should I empower with that message? Но кого мне уполномочить передать это послание? Who could carry that message for me? Кто может стать моим посланником? And then he thought, there's one person who's qualified. И тогда он подумал, есть одна квалифицированная личность. Because imagine this job. Представьте, какова была задача. Do you know what a state of emotion the gopis are in? Вы знаете, в каком состоянии были гопи? You know how sensitive you have to be to try to explain them anything? Вы понимаете, насколько чутким, чувствительным нужно быть, чтобы им это объяснить? I'll give you one reason why Krishna didn't come back. Приведу вам одну причину, почему Кришна не вернулся к гопи. He thought they're so deep Он in their separation. Кришна думал, они настолько глубоко погружены в чувство разлуки. In English, they call it a catatonic state. It's just so deep out of this world. They're so lost. They're not even in full consciousness. То есть они были настолько уже вне этого мира, настолько уже в
трансе, они не соприкасались с этим миром. that if I come there, И он думал, если я вернусь к I'll ним, have to spend some time. мне нужно будет провести там какое-то время. Just like if someone's sick from a disease, Так же, как когда человек болеет, it takes time to recuperate. нужно время, чтобы поправиться. So I'll have to spend some time. Итак, мне нужно будет провести там определенное And время. then gradually they'll come out of their unconscious state. И тогда постепенно они выйдут из своего бессознательного состояния. But as soon as they're barely conscious, Но как just a little bit conscious, только к ним начнет возвращаться сознание, they're in such an emotional state это будут такие сильные эмоции, that they'll see me, что как только они меня увидят, and their first thought will be, и первой их мыслью будет, maybe he'll leave again, может быть, он снова покинет нас, and I'll make them worse. и им станет еще хуже. So how expert will the person who be to give that message? Поэтому насколько компетентным должен быть человек, который передаст гопи послание Кришны? One time I was in New York and there was a question and answer, and I was there with Sachinandana Swami. Как-то раз я был в Нью-Йорке с Шачинандой Свами, и мы отвечали на вопросы. And some lady was very disturbed how women were being treated and so many things. И одна женщина была очень взволнована, как относится к женщинам в Искон и многими другими вещами. She had a cause, a reason to be upset, У нее были определенные причины для этого, but she also had her own issues in life that made it worse. но также у нее были свои личные обстоятельства и сложности в жизни, которые только усугубляли эту проблему. So I tried to explain to her, Я попытался что-то ей объяснить, and she wasn't satisfied. и она не была удовлетворена. And afterwards, Sachinandana Swami told me, И после этого Шачинандана Свами сказал мне, when it's an emotional issue, когда есть эмоциональная проблема, the philosophy won't help. философия не поможет. So who could go and pacify them? Итак, кто же мог отправиться к гопи и успокоить их? And not only that, who could Krishna share his heart with? И более того, кому Кришна мог бы раскрыть свое сердце, When things are very confidential, когда касается чего-то очень конфиденциального? they can only be understood. They can't be understood outside the frame of reference of your heart and your own experiences. Другой человек, который не знает ваше сердце, не знает ваш жизненный опыт, не может всего этого понять. Do you have things that are very confidential? У вас есть что-то очень сокровенное? You want to volunteer and stand up and tell everyone? Кто хотел бы встать и рассказать сейчас об этом? Why not? Почему бы нет? Because they don't have your feelings and your experience. Потому что другие люди не знают ваши чувства, у них So- нет ваших переживаний, вашего so- жизненного опыта. Who is Krishna going to give this message to? Итак, кому же Кришна передаст это послание для гопи? And then when he sees, when the person sees the gopis, И затем, когда этот человек увидит гопи, they're going to be in the highest ecstatic state. гопи будут испытывать высший уровень экстаза. But you need someone who is very learned. Но для этой задачи нужен очень ученый человек, Otherwise, he'll misunderstand. а иначе он неправильно поймет то, что он увидит. For example, Например, when Lord Chaitanya fainted in the Jagannath Mandir, когда Господь Чайтанья потерял сознание в храме Джаганатхи, there was a learned scholar there. там был один ученый. At the time, he was an impersonalist. Тогда он был имперсоналистом, But he was a kind man, and he took Lord Chaitanya to his house. но он был добрым человеком, и он отнес Господа Чайтанью к себе домой. But because of his knowledge of the Shastra, Но поскольку он хорошо знал шастры, he could understand it was an ecstatic symptom. он смог понять, что Господь Чайтанья проявляет признаки экстаза. He took one piece of thread from cotton Он взял одну ниточку and put it by his nose и поднес к носу Господа Чайтаньи. and can see it move slightly. И он увидел, что она слегка колышется. Same thing happened with my godbrother Gaur Govinda Maharaj in Mayapur. То же самое произошло с моим духовным братом Гор Говиндой с вами в He Майпуре. went into a high state experiencing Baba. Он погрузился в очень возвышенное состояние, в состояние бхавы. And I believe
Prabhupada's godbrother Krishnadas Babaji came И, насколько я помню, духовный брат Шрила Прабхупады Кришнадас Бабаджи пришел туда, and can understand that this is Baba. и он понял, что это Бава. And you can imagine how intelligent you have to be. Можете представить, насколько разумным должен быть этот посланник? So many decisions you have to make. Столько важных решений нужно принять. And then you have to be able to understand it И затем нужно правильно все понять and be able to communicate it. и быть способным Because he объяснить все гопи. had to bring this back to the residents of Dwarka. Потому что затем он должен принести обратное послание жителям в Двараке. He had two missions. Так, у него было две миссии. He had to pacify the residents of Vrindavan, Он должен был успокоить жителей Вриндавана, and he was to communicate. He was to see, understand, and communicate that this is the absolute highest stage of consciousness in the world. и он должен был увидеть, понять и затем объяснить жителям Двараки, что это самое высшее состояние, которое может быть в этом мире. So he thought, only Uddhava can do this job И Кришна подумал, что только Уддхава может это выполнить. because he was the best, it said in the Shastra, the best advisor or counselor in all of Dwarka. Потому что в Шастре говорится, что Уддхава был самым лучшим советником Кришны, самым мудрым человеком в Двараке. He was the most beloved friend of Krishna. Он был самым дорогим другом Кришны. Outside of Vrindavan, he's the highest devotee. За пределами Вриндавана Уддхава — это самый высший преданный. It's called parishad. Это называется паришат. It means like a servant, Это значит как доверенный слуга. but more like a confidant, something like an advisor. Но скорее это даже как советник, очень такой доверенный человек. And he was a direct disciple of Brihaspati, the guru of the demigods. И он был непосредственным учеником Брихаспати, And гуру богов. therefore he was conversant in every subject Поэтому он хорошо разбирался во всех сферах, except за исключением Gopi Prem. Гопи Премы. So he was going there to learn. Итак, он должен был отправиться во Вриндаван, чтобы научиться этому. So he had to have a lot of knowledge. И для всего этого нужно обладать большим знанием. And it's described he was Buddhi Uttama. He had the topmost intelligence. И говорится, что он был Будхи Уттама, у него был самый высокий разум. Now, when you hear these pastimes, И когда вы слушаете все эти игры, you should try not to just see them in your mind, вы должны стараться не просто увидеть их мысленным взором, but you should understand what these people are thinking. но вы должны стараться понять, о чем думали эти личности. So Uddhava Krishna takes the hand of Uddhava to a private place. Итак, Кришна берет Уддхаву за руку и отводит его в уединенное место. What do you think Uddhava was feeling when Krishna grabbed his hand affectionately to a private place? Как вы думаете, что почувствовал Уддхава, когда Кришна с любовью взял его за руку и отвел в уединенное место? One of the anubhavs, the actions of love of one who has a mood of service, Одна из анубхав или проявлений любви, преданного в настроении служения, it's called anubhav, это называется анубхава, actions of love, действие в любви. and each relationship has different actions. И в каждой расе, в каждых отношениях с Кришной эти действия разные. If you're a servant of your guru, Если вы слуга своего гуру, one action of ecstasy то одно из действий, проявляющих экстаз, is waiting for the order, это ждать приказания, folding your hands and waiting for that instruction, сложить ладони и ждать указаний, and taking that instruction on your head. и затем поместить эти наставления себе на голову. So this was ecstasy. И это экстаз. And then Krishna started to tell them about the gopis И затем Кришна стал рассказывать Уддхаве о and гопи their separation, и об их разлуке. and that their love was so intense И он рассказал, что их любовь настолько сильна, that they were able to renounce everything for Krishna.
что ради Кришны они отказались полностью от всего. not a drop of selfishness. Там не было ни капельки эгоизма. Such a high consciousness. Настолько возвышенное сознание. And they were so advanced И они были настолько продвинуты, that they gave up their reputation. что они пренебрегли своей репутацией. The most valuable thing you have in the world is your reputation. Самое ценное, что может быть в этом мире, это ваша репутация. If you lose your reputation, Если вы теряете свою репутацию, all relationships are ruined. то все отношения You разрушаются. can't accomplish anything. Вы ничего не можете достичь. And if you have a good reputation, А если у вас хорошая репутация, you can easily move in the world. вы легко можете жить в этом мире. And reputation has three characteristics. И есть 3 характеристики репутации. You're competent, Вы компетентны, you're productive, вы продуктивны, and you have good character у вас хорошие качества характера, over a long period of time. и все это проявляется в течение долгого периода времени. And they gave that up in a second. И от всего этого гопи отказались в одно мгновение. So he said, you go now. И Кришна сказал Удаве: отправляйся туда. And Krishna wrote out the message. И Кришна написал послание для гопи. And Uddhava got on his chariot. Удава взошел на свою колесницу. Usually, when a good messenger is sent on a chariot, Обычно, когда хорошего гонца посылают на колеснице, if the mission is important, если миссия очень важная, especially if the mission is given to a man, особенно если эта миссия дается мужчине. men like machines. Мужчины любят машины. It's even there in the spiritual world. Даже в духовном мире это есть. When Kamsa was trying to convince Akrura to go to Vrindavan, Когда Камса пытался убедить Акруру отправиться во Вриндаван, one of the things he said, что он сделал? Одна из вещей, которую он сказал, I just got a new chariot, you can use it. он сказал: у меня есть совершенно новая колесница, и ты можешь ее взять. But you know what Akrura was thinking? Но знаете, о чем подумал Акрура? He was thinking, great, I can offer it to Krishna. Он подумал: прекрасно, я могу предложить ее Кришне. You can't offer something that's used. Кришне нельзя предлагать что-то, что уже использовалось. So when Akrura left, И когда Акрура уехал, first he stayed on the outskirts of Mathura, и сначала он ехал в окрестностях Мадхуры, and it was Ekadasi, это был Экадыши, and he stayed up all night, и всю ночь он бодрствовал. and he never sat on the chariot. И он так и не сел на колесницу. He stood up all night. Весь день он стоял, всю ночь он Because стоял. this was the chariot I'm going to take Krishna back in, Это колесница, на которой я отвезу Кришну назад в Мадхуру. and it shouldn't be used. И поэтому ее не следует использовать. So Uddhava arrives in Vrindavan, Итак, Удава прибывает во Вриндаван, but Krishna's Leela Shakti does a very amazing thing, his pastime potency. но лила Шакти Кришны, энергия его лилы, совершила нечто очень необычайное. Because to understand love fully, Потому что для того, чтобы полностью понять любовь, you must see it in separation, вы должны увидеть ее в разлуке, and you must see it in union. и вы должны увидеть ее в момент встречи. Srila Gaur Govinda Maharaj, my illustrious godbrother, Шрила Говардхан Махарадж, мой великий духовный брат, he said prema is like a river, говорил, что према подобна реке, and for it to flow very powerfully, и для того, чтобы она текла могучим потоком, it must have two banks. должно быть 2 берега. If there's only one bank is high and one is low, Если один берег высокий, а другой низкий, the water will go out in the plains. то вода выйдет из берегов. So prema has separation and union. Итак, у премы есть встреча и разлука. So even though the residents of Vrindavan are completely in spiritual depression Поэтому and separation of Krishna, даже, хотя жители Вриндавана были погружены в глубокое чувство депрессии, тоски из-за разлуки с Кришной, he lets them see Vrindavan when Krishna is there. И хотя гопи были погружены в глубочайшее чувство тоски за разлуки, но под влиянием энергии лилы Кришны, когда Удава прибыл во Вриндаван, он увидел Вриндаван таким, каким он был во время игр Кришны.
Когда там был Кришна, являл свои And лилы. you know what the first thing you see? И знаете, что самое первое он увидел там? Nothing. Ничего. Why do you see nothing? Почему он ничего не увидел? Because of all the cow dust. Потому что пыль от копыт коров была поднята. He arrived in the evening Он приехал во Вриндаван вечером, when the cows were coming back from the forest. когда коровы возвращались с пастбища. And there was so much dust. Там было много пыли. You know, there's one Baba in Varsana. На Варшане есть один баба, He has over 30,000 cows. у него больше 30 тысяч коров. And you can go on the hill and look at his Goshala. Вы можете подняться на холм и посмотреть на его гошалу. And all you see is dust. И все, что вы там увидите, это пыль. And this Baba has one trusted servant who takes care of the cows. И у этого бабы есть один доверенный слуга, который заботится об этих коровах. And he vowed, I will never even take a drop of milk from them. И он дал обет: я никогда не выпью даже капли молока от этих Because коров, I don't want my service to be motivated. потому что я не хочу, чтобы у моего служения были корыстные мотивы. There are Vaishnavas like that in Vrindavan. Во Вриндаване есть вот такие вайшнавы. But then also within the dust, Но затем в этой пыли he can see the bulls were fighting. Уддхава увидел, как быки сражались. They want to mate with the cows. Sometimes the bulls are fighting. Иногда быки сражаются за корову. And then he heard all the mooing of all the cows. И он услышал, как все коровы мычат. And then he heard the flute. И затем он услышал звук And then he флейты. heard the kirtan of the cowherd boys. И он услышал киртан, который пели пастушки. And then he saw the beautiful forest of Vrindavan with all its flowers. И он увидел прекрасный лес Вриндавана со всеми When Krishna цветами. comes into the forest of Vrindavan, Когда Кришна входит в лес Вриндавана, all the flowers bloom. все цветы расцветают. They're all being offered to Krishna. Все они предлагаются Кришне. And you know which flowers Krishna takes? И знаете, какие цветы Кришна берет? He takes every single flower Он берет по одному цветку каждого вида. because he takes all the love of all the residents. Или вообще каждый, да? Every flower. Every flower. Он берет каждый цветок, потому что он принимает любовь всех жителей Вриндавана. He accepts the love of everyone. Он принимает любовь каждого. You know what dust in Vrindavan Krishna has stepped on? Знаете, пыль, на которую Кришна наступал во Вриндаване, Every particle of dust in Vrindavan. Кришна наступает на каждую пылинку во Вриндаване. And what does Krishna and Balaram do when they come back from the forest? И когда Кришна и Баларама возвращаются домой из леса, что они делают? Well, they go back home. Они идут домой, The mother takes care of them. мама о них заботится, And then they go to the cowshed и затем они отправляются в коровник, and they're milking cows и там они доят коров, and carrying the milk. несут молоко. But Krishna and Balaram, Но Кришна и Баларама, they don't just take the milk buckets. они не просто несут ведра с молоком, They begin to dance with them. они начинают танцевать с And the ними, buckets are banging. и эти ведра раскачиваются. Normally, a father would say, Обычно в таком случае отец говорит: not now. не сейчас, Do your service. сделай свои обязанности. No time for play. Сейчас не время для игр. But Krishna is so attractive. Но Кришна настолько Everyone привлекателен, just stops and sees Krishna. просто все останавливаются, замирают, смотря на Кришну и Балараму. Anyway, Uddhava didn't see Krishna and Balaram, Так или иначе, вначале Уддхава не увидел Кришну, but и he Баларама, saw this joyous atmosphere. но он увидел всю эту радостную атмосферу. And then he went to see Nanda Maharaj. И затем он пришел, чтобы встретиться с Нандой Махараджем. He never saw Mother Yasoda. До этого он никогда не видел маму Ишоду. Why didn't he see Mother Yasoda? Why didn't he see? Почему он ее не видел? Because her separation was so great. Потому что ее разлука была She was настолько crying сильной. so much. Она так сильно плакала. She practically never opened her eyes, Она практически никогда не открывала глаза and she never interacted with anyone. и никогда ни с кем не общалась. She never even greeted any guests. Она никогда даже никого из гостей не приветствовала. Nanda Maharaj was also completely devastated. Нанда Махарадж тоже был полностью опустошен внутри. When he came into their house, И когда Уддхава вошел в их дом, he saw cobwebs all over. он увидел повсюду паутину.
the pots were not washed, горшки, которые не были вымыты, but he could speak посуда. to Nanda Maharaj. Но он смог обратиться к Нанде Махараджу. And when he saw Nanda Maharaj, И когда он увидел Нанду he Махараджа, said, I am not a devotee. Уддхава сказал: «Я не преданный. I'm feeling separation from Krishna, Да, я чувствую разлуку с Кришной, but I can still function in the world. но я все равно могу как-то функционировать в этом мире. What a great devotee you are. Насколько же ты великий преданный». Nanda Maharaj looked at him and said, Нанда Махарадж посмотрел на него и ответил: You're an immature, foolish child who knows nothing. ты незрелый, глупый ребенок, который ничего не понимает. Nanda Maharaj is a cowherd man. Нанда Махарадж пастух, And Uddhava is from the highest Kshatriya family. а Уддхава происходит из кшатрийской семьи, знатного происхождения. You know nothing. И он ему говорит: ты ничего не понимаешь. When Ram left Dasarath, Dasarath immediately died. I'm still living. You Как- call me a devotee? Когда Рама покинул Дашаратху, Дашарат сразу же умер, а я по-прежнему живу, и ты называешь меня преданным. But there's limited time. У нас сейчас немного времени, But there's reasons why Nanda Maharaj is even greater. но есть причины, почему Нанда Махарадж даже более велик. Because he was always thinking of taking his life. Потому что он все время думал о том, чтобы расстаться с жизнью. But the thought that it would give Krishna pain Но мысль о том, что это причинит боль Кришне, kept him alive. сохраняла его жизнь. And Uddhava became very worried. И Уддхава очень заволновался. Nanda Maharaj maybe has only 1 or 2 years left to live, 1 or 2 days left to live. Он подумал, что, может быть, Нанде Махараджу осталось жить всего 1 или 2 дня. I better do something. Лучше мне что-то сейчас сделать. And he did a very strange thing. И он сделал нечто очень странное. He started to preach again. Он начал проповедовать гьяну. Not the body. Ты не тело. Krishna is everywhere. Кришна присутствует повсюду. Why was he preaching Krishna's Aishwarya? Почему он стал проповедовать об Айшварье Кришны? Prem is like a fire. Према подобно огню. It devours all Gyan. Она все пожирает. Gyan cannot Пожирает have всю гьяну. in that emotional state to preach philosophy. И вот когда он находится, Нанда Махарадж, в таком эмоциональном состоянии, Уддхава ему проповедует философию, But he's Buddhi Uttama. He's the most intelligent person. но он Будхи Уттама, он самый разумный человек. Do you know what he thinks? И знаете, о чем он подумал? He thinks that this prema will kill him. Он подумал, эта према убьет его. But I can reduce his prema bhakti Но я могу уменьшить его према бхакти by some Aishwarya Gyan. некоторой порцией Айшварья Гьяны. I can reduce his love to the platform of Aishwarya, Krishna's greatness. Я могу ослабить его любовь и свести ее до уровня Айшварьи, величия Кришны. And even if I can do that a little bit, И даже если я хотя бы немного смогу это сделать, then maybe he won't die. тогда, возможно, он не умрет. And he spent all night. И он провел там всю ночь. And then he realized it was day. И затем он понял, что наступил день. Because what happened? Потому что что произошло? What happens in Vrindavan at dawn? Что происходит во Вриндаване на рассвете? I used to like to walk around Vrindavan just before dawn. Я ходил по Вриндавану прямо перед рассветом. And what do you wake up to? Какие звуки будят людей во Вриндаване? You hear a kirtan here, Звуки киртана. you hear a kirtan here, Киртан здесь, киртан там. and all of a sudden this incense from worship. И внезапно вы чувствуете аромат благовоний от поклонения. So the first thing that happens in Vrindavan, Итак, первое, что происходит утром во Вриндаване, both in Gokula and Golok, both here and the eternal Vrindavan, they're both eternal, but Vrindavan in this world and beyond, и в Гакуле, и на Галоке, во Вриндаване этого мира, и в вечном Вриндаване духовного мира, is devotion. это преданность. So what happens? Итак, что же произошло? The women get up and they start to cook, Женщины проснулись и начали готовить. and they have bangles on, И на руках у них были браслеты. and they're singing, И
И они стали петь. They're always doing kirtan. Они все время совершают киртан. Yes, so they're cooking the milk. И они стали уваривать молоко. Yasomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dana Madana Manahara Kaliya Damadabidana Amala Harina Mamiya Vilasa. So they're cooking, they're singing. This is the mood of Vrindavan. Так они готовили, и они пели. Это настроение Вриндавана. But then they notice Но затем они кое-что заметили. this chariot. Они увидели эту колесницу. And I suppose they're village people. И я предполагаю, что они простые деревенские люди. This must be, the advisor to the Krishna in Dwarka. This chariot is so beautiful. И это была настолько красивая колесница, они подумали, что, наверное, это какой-то советник Кришны из Двараки. And then they say, whose chariot is this? И они спросили, а чья это колесница? And then they see Uddhava. И затем они увидели Уддаву. Uddhava is the cousin of Krishna. Уддава — двоюродный брат Кришны. And people in the same family sometimes look similar. И иногда люди из одной семьи, родственники, выглядят очень похожи. He looked exactly like Krishna. И Уддава был в точности He похож had на the same Кришну. color as Krishna. И цвет его тела был таким же, как He у was Кришны. so handsome. И он был таким же красивым. And he had Krishna's dhoti on. И на нем была дхоти Кришны. And they became so excited. И они так обрадовались. They knew this was the messengers from Krishna. Они поняли, что это посланец от Кришны. And they took him to a private place Они отвели его в уединенное место without inhibition. Inhibition means no fear of revealing your heart. без всякого стеснения. They started to cry. Они стали плакать, They started to ask questions. стали задавать вопросы. Can you imagine what the gopis felt? Можете ли вы представить себе, что чувствовали гопи? Imagine if you were separated from the person you love more than life. Представьте, если вы разлучены с человеком, которого вы любите сильнее жизни, And then his messenger came и затем от него приходит посланец. and he looked like him. Он выглядит в точности, как он. What you would feel when you were asking these questions. И что бы вы чувствовали, задавая ему вопросы? So Uddhava, when he saw this, И когда Уддава увидел это, he was said, I've never seen anything like this before. он подумал, я никогда ничего подобного не видел. This level of love Такого уровня любви from Nanda Maharaj. от Нанды Махараджа. Mother Yasoda didn't even greet me. Мама Ишода даже не пришла встретить его. She couldn't do anything. Она ничего не могла делать вообще. And now these gopis, after so many years, they're crying and they're pouring their hearts out. И теперь эти гопи, по прошествии стольких лет, они плачут, они раскрывают сердце. And he looked at him and they looked at him and said, I have never seen anything like this Он посмотрел на это и подумал, я никогда ничего подобного не видел. in devotion in all my experience. All my experience in life, I've never seen anything like this. За всю свою жизнь я ничего подобного не видел. And Я никогда не видел такой преданности. you're being merciful to me. И будьте милостивы ко мне, Because if you didn't have this separation, потому что if you don't have this, he's saying to the gopis, if you didn't have this level of separation, если у вас не было бы такого уровня разлуки, I never would have got this opportunity. то я никогда не получил бы такой возможности. It's so, the greatest mercy is associating with advanced devotees. Величайшая милость — это возможность общаться с возвышенным преданным. It was so beautiful for me to come here and see Sachinandana Swami, Для меня это было так замечательно — прийти сюда и увидеть Шачинандана Свами, see how focused he is on his own spiritual practices. увидеть, насколько он сосредоточен на своей духовной практике. When he came, he held my hand Когда он пришел, он взял меня за руку and expressed some words. и сказал мне несколько слов. That's mercy Это милость, because it inspires you in your own spiritual practice. потому что это вдохновляет вас в вашей духовной практике. I got a message about 3 days ago Около 3 дней назад я получил одно послание. from this one sadhu, Сообщение от одного саду, follower of Prabhupada.
последователя Шрилы Прабхупады, that lived in Kusum Sarovara который жил на Кусум-Сароваре. for 20-something years more, Около 20 с чем-то лет он жил там. chanted 12 hours a day. Он воспевал по 12 часов в день. And he's in Vrindavan now. И сейчас он во Вриндаване. And he wrote me, И он написал мне: I'm coming to Govardhan. «Я приезжаю на Говардхан. I'd like to see you. Я хочу встретиться с тобой». And I sat with him, И мы сели вместе, and he expressed his realizations about the holy name. и он рассказал свои реализации о святом имени. That's mercy. Это милость. That's so inspiring. Это так вдохновляет. The other day I was walking here, В другой раз я шел здесь, and one of my godbrothers и was walking down the street, один из моих духовных братьев шел по улице навстречу мне. very deep in Krishna consciousness. Он очень погружен в сознание Кришны. Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy, Lavamatra Sadhu Sangha, no, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Hoy, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. When you meet devotees who are practicing Когда вы встречаете преданных, которые действительно практикуют, deeply, it's so inspiring. это так глубоко, это так вдохновляет. So what was Uddhava feeling Итак, что же чувствовал Уддхава, when he saw the highest level of devotion? когда он увидел этот высший уровень преданности? And then all of a sudden, И затем, внезапно, as he's talking with the gopis, когда он разговаривал с Гопи, Rimsky-Korsakoff, Flight of the Bumblebee, a bumblebee came. прилетел шмель, See, the bee came, прилетел шмель. and then one gopi, И тогда одна Гопи, who is Sri Radha, это была Шри Радха, started to talk to the bumblebee стала разговаривать с этим шмелем, because the bumblebee is dark потому что этот шмель был темного цвета, and Krishna is dark. и у Кришны тело темного So цвета. she thought the bumblebee was a messenger of Krishna. И она подумала, что этот шмель — это посланец от Кришны. The highest emotion in this world Самая высшая эмоция в этом мире is a disappointed lover. — это эмоция, самая сильная эмоция — это эмоция разочарованного влюбленного человека. If you ever had to speak to a disappointed lover, Если вам когда-то доводилось говорить с Woman. влюбленным, особенно женщиной, whose man has left, возлюбленной, который покинул ее, she goes through every emotion intensely. она очень сильно погружается в разные эмоции. She's angry, Она гневается, she's jealous, она ревнует, then she's depressed, она погружается в депрессию, в тоску. then she becomes overwhelmed with humility. I'm not qualified. Затем ее переполняет смирение, я не квалифицирована. But when these emotions are born of prema, Но когда эти эмоции рождаются из премы, it's the highest love. это высший уровень любви. So Radharani Итак, Шримати starts Радхарани speaking to this bumblebee стала разговаривать с этим шмелем, in so many emotions. с такими сильными чувствами. My favorite line, И my favorite verse. мой любимый стих, любимая строчка, Did you get? Yeah. She looks at the bumblebee and says, она посмотрела на этого шмеля и сказала: "You are the unreliable servant of an unreliable master." «Ты ненадежный слуга ненадежного господина». So Uddhava is just stunned. Уддхава просто замер. He's never seen such love in his life. Он словно окаменел. Он никогда не видел такой любви. Actually, there's 10 verses. И на самом деле эти 10 стихов It's called Jalpa Prati Jalpa, называются джалпа прати джалпа. irrational talk. Иррациональные слова. And there's so many different kinds. И есть много разновидностей. And Uddhava is watching one kind after another as Radharani is just mad out of her love for Krishna that she's seeing that this bumblebee is the messenger. И Уддхава видит все эти разные проявления
бессвязной речи, в словах Радхарани, когда она увидела этого шмеля и приняла его за посланца Кришны. And he becomes very humble. И Уддхава почувствовал большое смирение. This is why Krishna sent a devotee, Вот почему Кришна отправил своего a преданного, topmost devotee. самого лучшего из своих преданных. Because what is the main symptom of a devotee? Потому что каков главный признак преданного? Nirmatsaranam satam. A devotee has no envy. Нирматсаранам сатам. Преданный лишен зависти. They just want to see the pleasure of Krishna. Преданные хотят видеть лишь счастье, заботятся только о счастье Кришны. And even advanced devotees have to be tested for envy. И даже возвышенные преданные должны пройти проверку на зависть. Krishna had to be assured that this was the topmost devotee Кришна должен был быть уверен, что это действительно высший преданный, because he was the most intelligent. поскольку он был самым He разумным, was a direct disciple of он был Brihaspati. непосредственным учеником Брихаспати, He was the most beloved of Krishna. он был самым близким другом He Кришны, was the top mantri or advisor in all of Dwarka. он был лучшим советником во всей Двараке. And his pride И его гордость in being a devotee гордость за то, что он преданный, and being a top и devotee за то, что он самый высший преданный, was crushed to dust была растоптана в пыль, by seeing the gopis. когда он увидел гопи. But because he was a real devotee, Но поскольку он настоящий преданный, rather than become envious, he appreciated it. то вместо того, чтобы начать завидовать, он восхитился этим. I'll give you one interesting example. Приведу вам один интересный пример. When Rupa Goswami came into the assembly of the Vaishnavas in Jagannath Puri, Когда Рупа Госвами вошел в собрание вайшнавов в Джаганнатха-пуре, he was a new devotee. он был новым преданным там. But Lord Chaitanya was so impressed Но Господь Чайтанья был настолько впечатленным with his level, with his ability to conceptualize and express bhakti, настолько впечатлен его способностью формулировать принципы бхакти и объяснять их in the highest, most beautiful poetry, самой высшей, самой прекрасной поэзии, that Lord Chaitanya started to glorify him. что Господь Чайтанья начал его прославлять. Imagine a new bhakta comes in here. Просто представьте, что сюда заходит какой-то новый бхакта, Bhakti Vigan Goswami is here. и, например, Бхактивигьян Госвами And здесь, all his attention is to that person. и все его внимание переключается на этого человека. This is the greatest devotee. Это величайший преданный. I want you to hear his poetry. Я хочу услышать его стихи. Sri Chaitanya Mano Bhishna, he knows my mind. Шри Чайтанья Мано Биштам, он знает мое сердце. It's challenging. Это действительно вызов слышать. So Lord Chaitanya even looked at Sarup Damodar Господь Чайтанья даже посмотрел на Сварупа Дамадару, to test him. чтобы проверить его. Icha dvesha samutena dvandva mohen. We come to this world overcome with the dualities of desire and hate. Мы приходим в этот мир, охваченные этой двойственностью, желания и неприязни. But what was Uddhava's reaction? Но какова была реакция Уддхавы? Humility. Смирение. And you know what humility is? Знаете, что такое смирение? I gave my own definition. Я приведу свое определение смирения. And this is the difference between humility and low self-esteem. Есть разница между смирением и заниженной самооценкой. Humility means happy small. Yeah, yes. Смирение означает довольствоваться малым, Like a child in the mother's arms. как ребенок на руках у своей мамы. The child never looks at the mother and says, Ребенок никогда не смотрит на маму и не говорит: "Who do you think you are? «Кем ты себя возомнила? Let go of me. Let go of me." Отпусти меня». No, the child is happy small. Нет, ребенок счастлив, он довольствуется малым. Vaishnava Счастлив быть маленьким. Вот определение смирения. Счастлив быть A маленьким. Vaishnava is happy small И вайшнав счастлив быть маленьким, because that's the position where you feel mercy. потому что именно в этом положении
вы можете ощутить милость. A spoiled child never feels love, Испорченный ребенок никогда не чувствует, что его любят, no matter how much they get. сколько бы он ни получал. But a humble child, Но смиренный ребенок, even the parent gives a little, they feel so much love. даже если родители дают ему совсем немного, он чувствует их любовь. So Uddhava felt very nothing, Итак, Уддхава чувствовал себя полностью вообще but a никем, lot of mercy но он получил очень много милости, and a lot of devotion. очень много преданности. And he began to offer prayers to the gopis. И он начал возносить молитвы гопи. Mukunda, out loud, what is that prayer in Sanskrit? Okay, what is that in Russian? Okay, give the translation. Уддхава говорит, что я хочу родиться каким-то ничтожным растением здесь, во Вриндаване, в подножии холма Говардхан, травинкой, пучком травы или лианой, стелившейся по земле. Почему? Потому что так я смогу получить пыль со стоп этих гопи, этих удивительных преданных Кришны во Вриндаване, которые ради малейшей возможности служить ему оставляют арья-пад, оставляют путь, куда людей бросают свою репутацию и бегут ему служить в его лотосным стопам. Now his mission was complete. И вот теперь его миссия была выполнена. He was able to pacify the gopis and his parents, at least that they wouldn't die. Он смог успокоить гопи и родителей Кришны, по крайней мере, чтобы они не умерли. And because he was humbled by the gopis, И поскольку под влиянием общения с гопи он почувствовал такое смирение, even though he was the topmost person, даже хотя он был самой высокой личностью, it showed how great their love is. это показывает, показывает величие любви гопи. How great are they? Каково их величие? Not even their feet, Не просто их стопы, the dust of their feet даже просто пыль с их стоп is so valuable настолько ценна, that let me be born as a little piece of grass, a little dust of Vrindavan. So they may walk and I get the dust on my feet. что он говорит, пусть я рожусь просто травинкой во Вриндаване, чтобы когда они будут идти, пыль с их стоп попала мне на голову. And then he stayed in Vrindavan for several months. И затем Уддхава остался во Вриндаване на несколько месяцев. And just absorbed in Krishna Katha. Будучи просто погруженным в Кришна-катху. And even though he was there in several months, it felt like a moment. И даже хотя он находился там несколько месяцев, для него это время пролетело как одно мгновение. And the gopis entered into the unmanifest Vrindavan, where Krishna is there eternally. И гопи перешли в непроявленный Вриндаван, туда, где Кришна вечно присутствует. Then Uddhava went back. А Уддхава вернулся назад. And he's so intelligent И он настолько разумен, and so devotional и у него такая большая преданность, and so humble. и он настолько смиренен, He was able to explain to Krishna the love of the gopis, to Balaram, to King Ugrasena, and to his father. что он смог объяснить эту любовь гопи Кришне, Балараме, царю Уграсене и своему отцу. And by doing that, И рассказав им об этом, express that to the world. он передал это всему миру. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, it's related to Kusum Sarovara Да, и это связано с Кусум Сароваром, because this is where Uddhava instructed the gopis потому что именно там Уддхава дал гопи эти, and where he was manifest in grass. и именно там Уддхава родился в форме травы. And when you're there, И когда вы придете туда, Mukunda Murari Prabhu will explain just a little bit more detail.
Мукунда Мурари Прабху расскажет об этом немного более подробно. of that place. Он расскажет об этом месте. I explained about Sri Uddhava. Я рассказал о Шри Удаве. He'll explain in relation to that place. Он расскажет конкретно об этом месте. Okay, finished. Prabhupada ki jai.